Привет, Волгу! Сегодня наше 10-е занятие по Битриксу. Тема сегодняшней лекции – веб-формы. Как их можно реализовать, какие есть нюансы использования веб-форм, ну и даже поговорим, что такое веб-формы. С этого, собственно говоря, мы и начнем сегодня. Веб-формы – это особая область на сайте, которая предназначена для того, чтобы пользователи вносили туда свои данные. Это могут быть обычные текстовые поля, это могут быть поля ввода имейла, пароля, телефона, это могут быть списочные поля, это могут быть поля для загрузки файла или текстовые, большие, там, многострочные текстовые поля. Вы уже в первом семестре должны были, из первого семестра вы наверняка уже помните, какие теги за все это отвечают. А если нет, то небольшое напоминание вам об этом на экране. Это теги form, input, select, option, textaria. У инпутов множество есть подтипов. Вот их все здесь я перечислять не стал. Думаю, если вы откроете HTML-book, то увидите эти все типы, вспомните, и все вопросы отпадут. Это, так сказать, пока ориентир, просто чтобы вспомнить, о чем там идет речь в этих веб-формах. И еще одна особенность, которую мало кто упоминает в определениях, что такое веб-форма. Ну, в принципе, это определение не является каким-то научным, которое где-то кем-то закреплено. Но так, в бытовом плане, помимо того, что это область на сайте, в которую пользователи вводят данные, есть еще обязательный этап обработки этих данных. Если ваша форма никак данные не обрабатывает, никуда не сохраняет, вообще никак не реагирует на ввод, то, простите, это больше похоже на верстку. Просто верстка, которая с данными ничего не делает. А настоящий сайт, он обязательно эти данные куда-то должен отправить или сохранить. О том, какие веб-формы в Битриксе обрабатывают данные, мы сегодня тоже поговорим. Но помните, что обязательно должна быть обработка, иначе, ну что это такое? Безобразие, а не веб-форма. Давайте я вот тут перелистну сейчас, вернемся к предыдущему слайду. В Битриксе, который тут написан как BUS, напоминаю, что BUS – это Bittrex управление сайтом, название продукта. Есть несколько, ну почему несколько, довольно много, тут я даже не все стал перечислять, веб-форм с весьма конкретным назначением. Это форма авторизации, которая вам нужна для того, чтобы представиться сайту, чтобы он вас узнал. Да ты там Вася Пупкин, который у меня уже сделал 50 заказов и сейчас занимается 51-м. Форма авторизации, обычно в ней пара полей, это логин, пароль или email пароль, телефон пароль. Ну, в классической форме авторизации, если посмотреть стандартный шаблон, там логин и пароль. Эта форма имеет определенную семантику. Она нужна именно для того, чтобы пользователь зашел на сайт, чтобы Bittrex его узнал, присвоил ему user ID, если этот пользователь уже есть в базе. Поэтому, когда вы получите на руки некое задание, где будет форма авторизации, не надо ее бросаться и собирать на каких-нибудь инфоблоках или делать голую верстку. Голую верстку в принципе не надо никуда в сайт вставлять, и свой компонент тоже не надо бросаться делать. Нужно просто посмотреть эту презентацию еще раз, вспомнить, какие есть важные формы и использовать подходящие. Значит, итого форма авторизации как раз по названию и понятно, за что она отвечает. Также есть следующая веб-форма, это настраиваемая регистрация. Этот компонент по названию понятно для чего нужен, чтобы пользователь мог, заполнив эту форму, создать себе аккаунт на сайте. В зависимости от настроек аккаунт создается мгновенно или проходит какой-то этап модерации, подтверждения имейла. Тем не менее, если вам нужна не просто форма, а форма, после которой создается пользователь, это вот номер 2 в нашем списке. Есть еще две формы, связанных с регистрацией и авторизацией. А здесь они, как вы можете видеть, не являются ссылками. Почему? Ссылки в этой таблице, в этом списке, это ссылки на официальную документацию. Отсюда мы делаем вывод, что у запросить пароль и смена пароля нет официальной документации. Ну да, что поделать.
Не все уголки Битрикса освещены документацией. На самом деле эти две формы запросить пароль и сменить пароль почти никогда не используются. Дело в том, что у Битрикса есть некий раздел для авторизации, и он сам тасует компоненты в зависимости от того, с какой целью на эту страницу человек пришел. Но если у вас стоит задача сделать в каком-то очень неожиданном месте запрос или смену пароля, то тогда ищите в каталоге Bittrex Components вот эти два компонента System Out Forgot Password и System Out Change Password. Будет вам счастье. Следующая форма – это параметры пользователя. Нужна для следующего случая. Пользователь уже зарегистрирован на сайте, уже зашел, но увидел, что у него в имени опечатка. Или у пользователя сменилась фамилия. Или, может быть, не знаю, у него в форме профиля есть какие-нибудь данные, привязанные к карте из программы лояльности, и он получил новую. И это все нужно обновить. Ну, вот как вы догадываетесь, хорошее решение – это разместить на странице компонент параметры пользователя, Bittrex Main Profile, и отправить этого пользователя туда. После заполнения формы, если никаких ошибок нет, форма сохраняется на сайте, пользователь видит изменения у себя в профиле. Допустим, если он изменил фамилию, то в шапке у него теперь будет новая фамилия. Одна из самых сложных форм в Bittrex управления сайтом – это оформление заказа в интернет-магазине. Это большая сложная форма, написанная где-то 50 на 50%, она состоит из фронт-энд кода и бэк-энд кода. Там большой сложный бэк-энд код, а JavaScript код еще больше и еще сложнее. Ну ладно, тогда не 50 на 50, ну они примерно одинаковые на самом деле. Когда-то JS было мало, сейчас там его очень много. Это вносит определенные сложности в его кастомизацию. Поэтому что нужно помнить при работе с оформлением заказа? Во-первых, такой компонент только один. Нет другого способа оформить заказ, кроме как оформить заказ через Sale Order Ajax. Во-вторых, старайтесь туда не лазить. Вот прям нужно очень много опыта вообще в Bittrex, чтобы не запутаться в Sale Order Ajax. Действительно такой. Я бы рекомендовал Битриксу по нему отдельный экзамен делать и отдельную сертификацию, потому что, ну, действительно сложная вещь. Есть форма, если продолжать перечисление форм с конкретными ролями, поиска. Есть маленькая форма поиска, есть поиск по заголовкам, а есть поиск на отдельной странице, так и называется страница поиска. Целое семейство, получается, форм, но сюда в список я вынес ту, которая, скорее всего, у вас будет где-нибудь в шаблоне сайта. А также в Bittrex есть целые модули, в которых целые страницы, разделы посвящены формам. Это форумы и блоги. Ну, еще соцсети, но они, на мой взгляд, не так часто используются. Вот вспомните любой форум или любой блог. Форма добавления поста, форма добавления комментария, форма создания ветки, форма редактирования вот того, что я только что перечислил. В общем, эти два модуля состоят сплошь и рядом из маленьких формочек. Соответственно, если у вас некий проект на Bittrex и это действительно форум, то не надо ничего изобретать, используйте те формы, которые там уже есть. И вернулся на предыдущий слайд. Есть 3 способа добавить форму. Ну, задача обычно звучит так. Нужна форма обратной связи. Но надо уметь, с опытом это приходит, видеть в такой задаче подвох. Даже если заказчик говорит, что нужна форма, в которой будет имя, оставьте, введите ваше имя, ваш email, ваш текст. Может быть даже просто имя и текст. Может быть просто текст. Все равно рано или поздно он может решить, что неплохо бы еще и телефоны собирать, а может быть неплохо бы еще и ссылку там, чтобы ВКонтакте публиковал этот человек. Поэтому я задачу формы обратной связи часто свожу к задаче универсальная форма. Универсальная веб-форма с настраиваемыми полями и обязательностью полей. Но чтобы оставаться до конца точным,
Давайте все-таки ответим на вопрос, как в Битриксе можно создать форму обратной связи? Вот прям пока что просто форма обратной связи с парой полей. Под это подходит компонент, который так и называется форма обратной связи. Там всего три поля. Те же самые имя, email, текст обращения. И два чисто прям настоящих универсальных компонента. Это форма добавления или редактирования на инфоблок и компонент заполнения веб-формы. Последние два случая довольно интересные, они расширяемые, и один из них я порекомендую вам использовать всегда. И давайте узнаем, в этой лекции мы и поговорим об этих универсальных веб-формах, что с ними можно делать, какие и когда лучше использовать. И начнем с формы обратной связи. На слайде вы видите короткую выжимку, а голосом я сейчас постараюсь развернуть. Ну, во-первых, здесь ссылка на битриксовую документацию по форме обратной связи. И поехали. Этот компонент находится в главном модуле. То есть мы делаем вывод, он доступен всегда. Нет такой редакции Bittrex, где не было бы главного модуля. Bittrex это и есть главный модуль. Сам по себе он там нигде не урезается. Интересная особенность, которая отбрасывает тень на этот замечательный в остальном компонент, он нигде не хранит данные. То, что пользователь ввел, заворачивается в письмо и уходит администратору сайта. И все. Больше это на сайте нигде не сохраняется. Если почта поломалась и прошло больше 7 дней, то Bittrex все упоминания об этом письме удаляет. На почте письма нет, данные потеряны. Вот это очень плохо для этого компонента. Он нигде не делает копию данных. И нет простого способа эту копию данных снять. Там нет никаких обработчиков событий. А делать обработчик событий... Единственный вариант, не очень хороший, это взять обработчик события on-prolog и там смотреть на переменную $post. Это очень плохой вариант и имеет определенные недостатки. Не всегда можно понять, допустим, что форма корректно обработана. Может быть, пользователю мы ответили отказом, мол, нет, вы форму заполнили неправильно, и он на самом деле не дошел до конца. Так мы подумаем, что он заполнил. Параметр веб-формы, который называется уведомление. Что это? И что значит email? Очень часто, я уже говорил, что веб-форму нужно обработать, все данные оттуда. И сохранение на сайте это лишь половина удовольствия. Как правило, если проект живой, бодрый, в котором все время что-то происходит и нужно реагировать, нужно еще и узнавать о том, что на сайте что-то произошло довольно оперативно. Поэтому часто вместе с веб-формой как таковой и возможностью что-то сохранять на сайте, клиенту может потребоваться уведомление о том, что вот на сайте сейчас что-то произошло, чтобы оперативно на это среагировать. И в этом форма обратной связи хороша. Она по умолчанию умеет слать письма. В Bittrex уже есть почтовый шаблон формы обратной связи. Он уже настроен, вот эти три поля, которые пользователь указывает, туда все и пробрасываются, и он уходит администратору сайта. Это хорошо, то есть поставили компонент на страницу, выбрали настройки, и письма сразу начинают уходить по заполнению. Вообще замечательно. Какие есть поля в этой форме? Их всего три. Имя, email, текст. Нельзя добавлять новые. Вот это еще одно ограничение формы обратной связи. Если от вас потребуется добавить email, вообще никак вы этого не сможете сделать. Компонент просто не расширяем в этом плане. Остается вариант скопировать его и добавлять новое поле. А так можно делать до бесконечности. Каждый раз, когда будет новое поле, нужно вносить правку в код. Обязательность полей в этом компоненте настраивается. Можно сказать, какие из этих трех полей являются обязательными, а какие нет. Можно все сделать необязательными, можно все обязательными, можно что-то посередине. Обязательность, очень важно понимать, насколько ценна обязательность полей. Потому что если мы делаем поля обязательными,
Мы, с одной стороны, обезопасили себя от того, что человек его забудет заполнить или намеренно пропустит. Мы получим больше информации о человеке, а значит сможем ему оказать лучшую помощь. С другой стороны, чем больше обязательных полей, тем меньше у человека желания эту форму вообще заполнять. Поэтому, это уже мы вступаем на землю UI, UX и прочих умных слов, юзабилити. Это вы должны понимать, опять же, не надо иметь сертификат какого-нибудь там продуктового дизайнера, чтобы понимать, если человек видит форму с 50 обязательными полями, то только очень упорный человек ее будет заполнять. Или ее будут заполнять кто? Боты, которым вообще все равно, что заполнять. И будет у вас в каждом поле реклама. Оно вам надо? Нет, желательно, конечно, сокращать количество обязательных полей, оставляя прям вот минимум имя. Обычно у человека не возникает вопроса, почему у меня спрашивают обязательное имя. Чтобы обратиться. Или email, или телефон. Чем меньше полей, тем лучше. То есть, если у вас есть телефон человека, то имя его в принципе вторично. Вы можете ему позвонить и узнать. Если у вас есть email, вы можете написать и узнать. На email, конечно, никто так оперативно не среагирует, как на телефон, но тем не менее. Очень важно, чтобы у компонентов можно было настраивать обязательность. И в нашей сегодняшней рубрике «Универсальные веб-формы» у всех она на самом деле настраивается, с нюансами. В пункте события здесь гордый прочерк. Форма обратной связи не умеет не спускать события о том, что что-то происходит. Соответственно, вы не можете отловить сам факт заполнения формы обратной связи, чтобы что-то на сайте сделать. Допустим, не знаю даже что. Счетчик отзывов увеличит на единицу. Нет такого события. Вы можете отследить отправку письма по этому шаблону, но это такая. Почти всегда это будет так. Количество отправленных писем равно количеству заполнений формы. Но все-таки что-то в этом не так. Это не непосредственно то событие, которое вы хотите считать. Это чуть-чуть другое. Внешний вид формы обратной связи не настраивается. Есть два шаблона в Bittrex по умолчанию. Default, страшный, голый HTML, и Bootstrap, не страшный и с правильными классами. Все. Что-то там поменять, порядок, вывод, внешний вид никак не получится. Ничего, переименовать поля тоже не получится. И в данной форме поддерживается капча. Вы можете ее включать-отключать. Обычная битриксовая капча, которая генерирует картинку, специальный код и ждет, что мы введем тот код, что на картинке. Итого. Форма обратной связи нужна для самых простых задач. Это способ, если у вас вообще нет времени, а нужно срочно какую-то форму вставить. Прям быстренько создали страницу, шлепнули компонент, проверили шаблон почтовый, что письма доходят. Все, побежали дальше. 5 минут и готово. Недостатки. Он нигде не хранит данные, кроме почты администратора. Его нельзя дополнить новыми полями, и в нем ничего не настраивается. Но маленькое достоинство, он есть всегда. Пример, как выглядит форма обратной связи в шаблоне Bootstrap у вас на картинке. Это тиражный интернет-магазин. Здесь форма обратной связи. Кстати, маленький, но миленький нюанс. Компонент, зная, что я авторизован, подтянул мое имя и мой email. Спасибо ему большое за это. Я это могу редактировать, если хочу, а если не хочу, оставляю и заполняю только то, что от меня требуется. Сообщение. Веб-формы обсудим следующий компонент. Форма добавления редактирования. Название вообще такое неподходящее. Мы его, разработчики Bittrex всегда его называют форма добавления элемента инфоблока. Или даже короче, добавление инфоблока, хотя это неправильно. Мы же не инфоблок добавляем, а всего лишь элемент. Это, как вы уже поняли из названия, компонент модуля инфоблоки, то есть он есть практически всегда. Мало есть сайтов, на которых не было бы этого модуля. Данные сохраняются в элементах инфоблока, и это огромный плюс. Огромный плюс, потому что 80% всяких
собственных хранилищ в Bittrex проектах реализуются на инфоблоках. И то, что на свете есть компонент, который уже умеет туда что-то складывать, вообще замечательно. Допустим, вам нужно сделать форму добавления отзыва на товар. Вы берете этот компонент как форму добавления отзыва и newsList как форму вывода отзывов. И ничего не нужно программировать, только шаблончик подтянуть, поднастроить, и все будет так, как требуется. Но есть и минус у этого компонента, он не умеет уведомлять о том, что добавлен или отредактирован элемент инфоблока. Но это решается. Решается, и вы уже, наверное, должны догадываться, как. Если на шаг назад отойти и забыть про форму. Например, про форму давайте помнить только то, что она создает элемент в инфоблоке. Человек заполнил форму, а ему должно уйти письмо. Что между заполнением формы и отправкой письма происходит, что можно отследить обработчиками событий Bittrex? Добавление в элемент инфоблока. Для этого есть множество обработчиков. Используйте onAfterAdd. Почему onAdd понятно, потому что вам нужно только добавление, а не редактирование. И почему onAfter, надеюсь, вы тоже помните, потому что onAfter это уже факт добавления. Добавление произошло, назад пути нет. А если бы у вас было onBefore, то тогда возможный вариант. Вам нужен onAfter. Дальше. Какие поля могут быть у элемента инфоблока? На самом деле любые. Вы уже создавали свои инфоблоки в Академии, вы видели, сколько там вариантов типов, и можно добавлять свои. Но вот тут загвоздочка, обязательно в форме должно быть название. И более того, обязательность полей тоже настраивается очень гибко. Название элемента инфоблока обязательно всегда. Его нельзя не задать. Bittrex его не даст создать. По-моему, там на уровне таблицы даже задано, что name это обязательное поле, и без него вообще никак. Но, опять же, возможны варианты. Вы можете это поле делать скрытым. Это уже программист для этого нужен настоящий. Настройками не делается. Название пускай будет в форме, просто оно будет скрыто, и там будет какое-то рандомное значение, допустим, или константное. Никто вам не запрещает дублировать имена. Вообще никто. Для повышения удобства можно так сделать. Удобство пользователя, не программиста, конечно. Знаете, в веб-разработке такой есть баланс. Кому-то одному будет удобно, либо разработчику будет удобно, но пользователь там придется чертыхнуться, чтобы что-то сделать, либо наоборот, придется попадить программисту, чтобы пользователю было хорошо. Как я уже сказал, события элементов инфоблока, конкретно он автор add, вам в руки, если что-то нужно отследить. Так как это инфоблок, у которого есть свойства с сортировкой, вы можете влиять и на название полей, и на тип полей, и на порядок вывода этих полей. В общем, достаточно гибкий компонент. Даже в капче поддерживается. В общем, казалось бы, чудо, а не компонент. И на самом деле это так. Он лучший для любых форм. Сразу складывает данные в замечательный модуль инфоблоков. Настраивается состав полей, их порядок, тип, название полей. Но есть два маленьких черных пятнышка. Нет уведомления администратора, придется самому делать, но сделав это один раз, во второй вы это сделаете в 2 раза быстрее. Сделав это 5 раз, 6-й раз у вас это займет 10 минут. Скорее всего, вы просто пойдете, скопируете старый код, а может быть, вы, сделав это 5 раз, сразу начнете писать в каждом проекте уже этот обработчик, и будет какой-нибудь у вас модуль для этого собственный, который всегда с собой таскаете. Так обычно с разработчиками и происходит, у которых за плечами несколько проектов, тем более однотипных. Модуль инфоблоков на самом деле всем хорош, во всех редакциях есть, но в самой базовой редакции, по-моему, она называется старт, есть ограничение на 2 инфоблока. И получается, что если у вас уже какие-нибудь новости и каталог, то отзывы просто негде хранить. Нельзя в инфоблоке, и тогда уже, тогда надо использовать отдельный компонент формы обратной связи или делать вообще свой. На скриншоте видите пример, как выглядит форма добавления элемента инфоблока.
вот, например, от нас просит название, то самое, которым я говорил, что оно обязательное. Тут интересный есть момент. Обязательность поля может быть задана на уровне инфоблока, а может быть на уровне компонента. Если компонент какое-то поле требует обязательно, то он это показывает. Если это в инфоблоке задано, то никаких звездочек вы тут не увидите. И самое, что неприятное, если какое-то поле, вернее, свойство, конечно же, в инфоблоке обязательное, в компоненте нет, то компонент это не выводит, но когда дело доходит до добавления элемента, происходит ошибка, и пользователь ее видит. То есть он получает сообщение, что поле было обязательное, но компонент его как обязательное не подсвечивает. Неудобно, приходится дублировать настройки. Если обязательное в инфоблоке, то обязательное и в компоненте. И поговорим о веб-формах. Веб-формах прям, потому что есть у Bittrex такой модуль одноименный, веб-формы. Интересный модуль, интересный компонент. Во-первых, как я уже сказал, это отдельный модуль, называется form. Данные хранятся не в инфоблоках и не в письмах. У этого модуля есть свое хранилище. Называется там, две части его. Это результаты и ответы. Когда вы создаете форму, это происходит в админке на самом деле, вы создаете форму и создаете к ней вопросы. Соответственно, для формы есть результаты, а для вопросов есть ответы. И то связано. Если нарисовать VR-диаграмму модуля веб-форм, получается довольно занятное упражнение. Понять, как, что, с чем связано. Так, этот компонент, этот модуль умеет уведомлять по email. Это тоже хорошо, и плюс шаблон. Из моих слов вы, наверное, уже поняли, что модуль веб-форм, он такой, как конструктор, позволяет собрать любую форму, задать там любые вопросы и все эти ответы сохранить. И для почтовых уведомлений этот конструктор в какой-то степени тоже есть. Все поля там имеют свои макросы, вы можете их в любом виде вставлять. Так как это конструктор, можно создавать большое число любых полей, произвольное число. Не помню, сколько там конкретно типов полей, но есть все базовые нужные. Строка, число, файл, текст. Обязательность полей можно настраивать, и можно даже сделать форму без единого обязательного поля, чего нельзя сделать штатными средствами в инфоблоках ВУСа. Используются все события модуля веб-форм. Просто надо открывать справку, читать. Они не все документированы. Иногда некоторые события просто перечислены, названы, но не раскрывается, какие там бывают аргументы. Ну, что поделать, как я уже говорил, есть темные уголки. Не знаю, так это или нет, но для себя я это объясняю так. Если человек дошел до модуля веб-форм, начал с ним работать, то у него уже достаточно опыта, чтобы знать, где в исходном коде посмотреть, потому что ничто не заменит исходный код, когда речь идет о понимании того, как оно устроено. А если вы вчера увидели Bittrex, то не надо вам в этот модуль веб-формы лезть. Ну, прям не надо. Начните с чего-то попроще. Главный модуль инфоблоки. Да и даже инфоблоки, если копать вглубь, достаточно сложны окажутся. Помните только переключение между инфоблоками и инфоблоками 2.0 со всеми этими нюансами. У этого конструктора настраивается порядок полей, так же как у инфоблоков. Плюс есть возможность в визуальном редакторе настраивать форму. На моем веку я ни разу не видел, чтобы его использовали. Это какой-то привет из 90-х. Вот ощущение такое. Это вам не тильда, чтобы сразу понимали. Там все прям, вот как я сказал, как в 90-х, ну, в нулевых, вот максимум так. Не так, чтобы очень удобно. Поэтому лучше используйте вопросы, которые создаются через отдельный интерфейс. Не надо их там через визуальный редактор накидывать. И здесь тоже поддерживается капча. Этот модуль достаточно старый. По-моему, он там с 4-й версии Bittrex, что ли, существует. У него есть свои странности. У него своя структура данных, с которой еще нужно подружиться.
порядка 7 сущностей. Вопросы, ответы, результаты, варианты, по-моему, ответов. В общем, если вы только-только освоились с инфоблоками, теперь вам еще и такую же структуру нужно для веб-форм изучить. Есть огромный плюс у модуля веб-форм, из-за чего он до сих пор живет и почему его инфоблоки до сих пор не победили. Дело в том, что у компании 1С Bittrex есть еще один продукт, помимо Bittrex управления сайтом. Это Bittrex24 корпоративный портал. Внутренний сайт для компании, где компания публикует там свои для себя новости, задачи себе ставят сотрудники, с днями рождения поздравляют, вот, планируют какие-то продажи, как многофункциональная вещь. И дружба между Bittrex24 как продуктом и сайтом на бусе, на управлении сайтом, часто нужна. Допустим, любая заявка с сайта должна уходить как лид в Bittrex24, чтобы этому человеку позвонили, узнали, что он там хочет купить, продать, и завязали каким-то образом деловые отношения. Так вот, веб-формы умеют отправлять данные в Bittrex24, и это правда полезно. Это та функция, из-за которой... Часто это единственная функция, из-за которой решают пользоваться этим модулем. Потому что делать что-то самому не всегда хочется, если есть такая вот возможность использовать Bittrex24. Этот плюс перевешивает любые недостатки. Странность, неудобства, какие он создает. Вот все перевешивается интеграцией с Bittrex24. Даже на сайте Интерволги до сих пор используется этот модуль именно из-за того, что есть интеграция с Bittrex24. Вот на скриншоте так выглядит заполнение вопросов для конкретной формы. В админке вы сначала вы создаете форму, потом настраиваете ее, потом вводите вопросы, которые тут надо задать, потом размещаете на странице компоненты, говорите ему выводи веб-форму, ID равно 42. И он начинает ее выводить вот примерно таким образом. О чем мы поговорили про веб-формы в бусе, и давайте немножечко затронем тему собственных форм, потому что мы поговорили про веб-формы, которые имеют конкретное назначение, мы проговорили про веб-формы, которые универсальные солдаты, из которых можно собрать что угодно, но все равно иногда приходится создавать свои веб-формы. Вот все равно. Ничего не подходит, допустим, вам не нужно сохранять это в элемент инфоблока, какая-нибудь интересная форма авторизации по какой-нибудь нестандартному набору данных через нестандартный провайдер авторизации. А когда вы делаете свои веб-формы, важно помнить про два момента. Это запись данных в BD и вывод данных на экран. Запись данных в BD происходит, когда форма успешно обработана, и вывод на экран происходит в двух случаях. Если вы даете пользователю отредактировать свои данные впоследствии, или про это все забывают. Допустим, форма авторизации, человек ввел логин и неправильный пароль. Страница перезагрузится, в поле логин его логин останется, в поле пароль ничего не будет. Так вот, если это не простой пользователь, а злоумышленник, и он специально ввел в логин какой-нибудь... Ну ладно, так, конечно, злоумышленник ничего не добьется. Тогда представим, что у нас есть форма на каком-нибудь форуме самописная. И вот туда злоумышленник может ввести какие-нибудь данные, содержащие JavaScript, и у всех пользователей, посетителей этого форума этот JavaScript будет выполняться, а тут и до кражи кух недалеко. Или же запись происходит в базу. Если у нас идет запись в базу, возможно, на базу атака через SQL-инъекции. Вот эти два момента давайте коротенько обсудим, как надо с ними бороться. Для удаления перед выводом на экран по-хорошему нужно пройти следующие процедуры. Если бы у вас был просто PHP, это strip text, чтобы вырезать все теги. Это, а для тех HTML, которые все-таки нужно использовать HTML Special Chars.
Если речь идет про вывод какой-нибудь ссылки, вы помните, что кириллица в ссылках выглядит не как кириллица, а как специальные кодированные последовательности, которая получается функцией URL encode. Про нее нужно не забывать. Вот пример, как может помочь функция HTML Special Chars, если мы выводим в инпуте то, что нам передали в запросе. Вот как раз тот мой пример с авторизацией, с попыткой внедрить JavaScript на сайт. Конечно, эта попытка будет только у самого пользователя, но тем не менее интересно все равно, сработает или нет. Вот эту вот строчку script, full script, можно просто походить по другим сайтам и посмотреть, как на них, как на эту строчку отреагируют. Все сайты на Bittrex, по идее, должны вот в таком безопасном виде это выводить, не должны вам вызывать скрипт. Если у вас Bittrex, ну, мы тут про Bittrex и говорим, то для вывода HTML как текста есть функции. HTML Special Chars X, несмотря на то, что она выглядит как предыдущая функция Special Chars, это битриксовая, которая там немного расширена для работы с кириллицей. А также есть специальный класс, который кодирует все HTML-сущности. Вот он на экране. Если у вас обычный битриксовый компонент, помните, надо выводить данные из массива по ключу с названием поля. Там есть еще дубли, в которых тильда. Тильда – это небезопасные данные, сырые данные. Их держите на случай, если надо будет там что-то прям уточнить, сравнить. Как правило, они не нужны. В get-листе, если вы хотите, чтобы данные были безопасными, используйте getNext вместо fetch. Fetch не возвращает данные в безопасном виде, их обезопасивает именно getNext. А в технологии ORMs есть специальные конвертеры, которые позволяют при выборке данных их обезопасить. И еще одна вещь важная для веб-форм – это атаки CSRF, Cross-Site Request Forgery, внедрение межсайтовый скриптинг. Допустим, у вас кто-то прикладывает картинку на форуме, и в URL этой картинки зашита ссылка вот такого вида. На какой-нибудь хороший сайт заходим и удаляем пользователя с ID-шником 1. Ну, представим, что это get-запросом на сайте делается. Кто-то узнал, на какой технологии сделан сайт, подделал get-запрос, присылает вам в письме картинку или на форуме, вы заходите на этот форум или в письмо, переходите по ссылке, и на вас происходит атака. Вернее, от вашего имени, от вашего сайта происходит get-запрос, а там происходит удаление пользователя. Все чисто. Ваш браузер на ваш сайт, у вас права есть, не вопрос. Если не очень понятно, что происходит, я еще раз пытаюсь объяснить. Нет у меня тут картинки? Нет, картинки нет. Как вот, когда пользователь авторизованный заходит в админку и нажимает удаление пользователя, происходит вот такой get-запрос, как на картинке. Admin delete user равно 1. Дальше сайт проверяет права. Права он проверяет по кукам. Куки хранятся в браузере. Когда сайт отправил запрос на удаление пользователя, настоящий, по клику, он отправил туда куки, подтверждающие, что вы действительно админ. Если вам прислали картинку, которая типа лежит на хорошем сайте, браузер тоже пойдет на этот сайт. Если там какие-то куки он знает про этот сайт, он их тоже туда передаст. И, соответственно, сервер увидит куки, увидит, что запрос корректный и исполнит его по вашим кукам. Чтобы такого не было, все формы в Bittrex надо защищать. И защищаются они двумя действиями. Во-первых, в самой форме вы всегда должны вызывать Bittrex SSID post. Этот код ставит в форму hidden поле, скрытое, где будет определенный токен вшит. Конкретно для вашей текущей сессии, конкретно для вас. А в самом коде, когда вы начинаете проверять, там, if в посте что-то передали, вот перед этим сделайте check Bittrex SSID. Это булевая функция, возвращает true или false. Вот смысл ее как раз.
именно в том, чтобы проверить SSID пост, и если он есть в запросе, если он корректный, она возвращает true. Если нет, то говорит: извини, друг. В таких случаях сайты обычно говорят: попробуйте повторить запрос или обратитесь к администратору сайта. Здесь идет речь ровно о том же. Мы дошли до конца нашей коротенькой лекции сегодня. Я выдаю вам новую лабораторную работу. Это последняя лабораторная работа по Академии Битрикса. Мы здесь занимаемся самым таким интересным с точки зрения составителя Академии уроком создания мастера. А остальные, насколько я помню, это просто видео, там чуть-чуть надо что-то поделать, просто чтобы понять. Срок сдачи 6 мая, а после 6 мая у нас, сразу скажу, следующий лабораторный – это создание собственного проекта. Но пока ориентируемся вот на то, чтобы к 6 мая сделать вот эти 3 урока и показать преподавателю. Если будут вопросы, пишите, на письма я отвечаю. Может быть, не в тот день, но там, с задержкой в один рабочий день стараюсь все-таки максимум отвечать, не доводить до того, чтобы вы там сидели со своими проблемами один на один. Пожалуй, что все. Всем спасибо за внимание. Пока.